Ирина Александровна, доброе утро. Точнее, у вас добрый день в Новосибирске. Да, так и есть. Я с Добрый огромным солнечный удовольствием, день. да, я с огромным удовольствием прочитал вашу книгу «Путь программиста» о академике Ершове. Могу сказать, что я с таким же интересом исторические книги читаю только у Радзинского. Я был удивлен, что можно так интересно написать о, мне кажется, скучном предмете, это о нас, программистах. Вы историк, занимаетесь историей компьютерной науки, информатики. Как вы к этому пришли, скажите? Вы программист? Ой, нет, ни разу не программист, и меня всегда это лимитирует очень сильно, поэтому приходится частенько обращаться к авторитетам. Дело в том, что в 2000 году я пришла вот в этот Институт систем информатики имени Ершова. Ершов скончался в 1988 году, но остался его огромный архив, свыше 500 дел. Вот чтобы вы могли сравнить, например, его, так сказать, историческую работу в этом направлении по собиранию своего архива. В научном архиве Сибирского отделения лежит архив вычислительного центра Сибирского отделения. Всего 70 дел. Представляете, огромный институт, 1000 сотрудников в свое время. И всего 70 дел. А архив Ершова свыше 500 дел. То есть он всю жизнь кропотливо собирал документы, переписку, свои рукописи, какие-то документы, касающиеся развития вычислительной техники, материалы, касающиеся его работы в университете, то есть преподавательская деятельность там отражена, фотографии, материалы различных конференций, то есть огромное количество материалов. И где-то в 96 году в Академгородке появился интернет. И мои коллеги, будущие, решили, что нужно непременно сделать электронный архив академика Ершова. Эту идею, кстати, им подсказал Игорь Рубенович Гамерзян, который сейчас работает в Высшей школе экономики. А тогда он был представителем Microsoft в России. И сотрудники института искали историка, который бы помог им разобраться с этим архивом, систематизировать его как-то, чтобы представить заявку на грант в Microsoft. Я на тот момент была практически безработной и согласилась на какие-то там небольшие деньги несколько раз в неделю приходить, чтобы составить опись этого архива. Она была составлена, мы сделали заявку, мы получили грант от Microsoft, и началась работа. Программисты делали свою работу, то есть писали информационную систему, создавали. А мы, как информационные специалисты, разбирали документы, их сканировали, когда была готова система, туда их выкладывали, описывали, систематизировали по группам, направлениям тематическим. И вот в основном эта работа где-то 7 лет заняла. Таким образом появился архив в электронном виде. Ну, а поскольку мы писали, вернее, получали средства не только от Microsoft, но затем уже и от российских фондов, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда гуманитарных исследований, то нужно было, естественно, писать статьи. Мы писали вместе с Натальей Черемных, с моим соавтором, с другими коллегами, которые занимались информационной системой. Это Александр Гурьевич Марчук, доктор физмат-наук, который тогда был директором института и руководителем, по сути дела, этого проекта. Я для себя решила, что раз я работаю в научном институте, значит, я должна и науку продвигать. И как-то на конференции в Томске, в моей альма-матер, где я рассказывала об архиве, мой бывший преподаватель сказал: а чего ты сидишь? Это был 2005 год. А в 2008 году я защитила кандидатскую диссертацию на тему научная биография академика Ершова. Собственно, эта работа плюс помощь Натальи Черемных, которая как раз вот неформальные всякие вещи вложила в эту книжку, вот она и появилась на основе таких двух
А какой был усилий. смысл в этой работе, как вам кажется? Для чего такой архив создавать, тратить 7 лет на то, чтобы поднимать историю? Причем, что интересно, из вашей же А, книги, я процитирую, там в этом архиве находились документы настолько подробные, что даже квитанции Аэрофлота на багаж там были, в том числе иногда. Ну, тут можно несколько аргументов привести. По-моему, приписывают Льву Арцемовичу такую фразу, что наука – это реальный способ удовлетворить свое любопытство за государственный счет. Ну, а если говорить серьезно, то вот в настоящее время, например, идет десятилетие науки, объявленное в 2022 году. И в числе прочих направлений, которые рассматривает вот эта программа, это работа с опытом, с наследием, с целью изучить этот опыт и найти его практическое применение в наши дни. Тогда история информатики, в общем-то, вот когда мы начинали эту работу, не существовала как класс. Хотя в 1995 году была написана первая книжка украинским исследователем Борисом Малиновским «История вычислительной техники в лицах». И там какие-то моменты такие основополагающие нашей истории были затронуты. Ну и, естественно, в середине 90-х годов, когда были сложности большие у нашей науки, не финансировались новые проекты, у ученых появилась такая как бы рефлексия, ну как же так, а ведь все-таки что-то же у нас было, мы были полезны, мы многое сделали. И действительно, с середины 90-х годов начали появляться книги, статьи, публикации документов, которые бы рассказывали об истории именно информатики. Тут еще сработал такой, знаете, феномен, как теория упущенного шанса. Почему-то больше всего наше инженерное сообщество сокрушалось по поводу утраченных каких-то работ в прошлом, сделанных именно по вычислительной технике, по программированию, хотя и другие отрасли промышленности, так скажем, были не в лучшем положении. Хотя в советское время об импортозамещении мы как бы и вслух и не говорили. Казалось, что у нас было все свое, хотя и заимствований достаточно было много. Ну, представлены они были как такое международное сотрудничество и так далее. А если глядеть на Иршовский архив, то было понятно, что практически действительно вся история отечественной информатики представлена в этом архиве. И нет, пожалуй, такого вопроса, который бы там невозможно было осветить с помощью документов Ершовского архива. А почему? Потому что, во-первых, как я уже сказала, Ершов сам был, в общем-то, неплохим историком. Тут, я думаю, большое влияние на него оказала его мама, библиотекарь. Сам он был достаточно начитанным человеком. В его библиотеке каких только книг нет. И по истории, и по социологии, и по физике, и по химии, естественно, по программированию. И в историческом ключе, и в научном. И первую работу, которую он написал по истории информатики, это была вот эта книжка «Становление программирования в СССР». Я, конечно, не могу не продемонстрировать какие-то картинки. Вот мы ее переиздали в 2016 году, восстановили кое-какие купюры, которые были сделаны его рецензентами. Поэтому, видите, историей занимаются не только историки. Из опыта я могу сказать, что любой человек, который 5-10 лет проработал в какой-то области, у него рука потянется сама к каким-то историческим экскурсам. Он будет стараться, пытаться показать свое место в этом мейнстриме, к которому он принадлежит. Я думаю, так.
А кто такой Ершов? Давайте для тех наших зрителей, кто не в курсе, в Да. 2 словах расскажем. Математик, программист, основатель Новосибирской школы программирования. Родился в Москве, а некоторая часть детства его прошла в городе Рубежном в Украине, потому что отец его туда был командирован на работу на химический завод. Затем семья эвакуирована была в Кемерово. В Кемерово он окончил школу и мечтал стать физиком. Очень тщательно подготовился к экзамену. В 1949 году поступил на физический факультет Московского университета. Но проучился там ровно год. Почему? Потому что в Рубежном его семья попала в оккупацию, это 1,5 года. Вместе с матерью он провел на оккупированной территории. И вот этот факт его биографии помешал ему учиться на физическом факультете, потому что в это время разворачивалась советская программа ядерных исследований, советский атомный проект, и очень тщательный отбор происходил туда претендентов на работу. Ну, в общем, его, слава богу, что не выгнали из университета, его перевели на математический факультет. Конечно, для него это был удар моральный, я думаю, хотя он не показал виду никогда, ни разу. И вскоре он узнал, что с осени 1952 года Алексей Андреевич Липунов начнет читать курсы «Принципы программирования». Он прослушал эти курсы, это было всего 8 лекций. Представляете себе сейчас курс программирования из 8 лекций? Это все программирование, да, на тот момент? Да, принципы программирования, операторный метод изложил Липунов вот в этих 8 лекциях, и у нас в архиве Ершовском лежит конспект. Там, по-моему, правда, не все 8, 6 только записаны. Это какой год был Но, еще тем не раз? менее, это 50? 52-53 год, да. Мгм. В это время как раз опробовалась работа на малой электронной счетной машине в Киеве, ту, которую сделал Лебедев. И Липунов туда ездил, смотрел, как она работает. И вот, наблюдая за работой машины, он и придумал свой операторный метод. То есть это теоретическое программирование, как раз системное теоретическое программирование. Тут все в одном флаконе. Родилось с помощью Липунова, чему он, собственно, и обучил своих студентов. Это можно было сказать, что это был первый выпуск. В 1955-м Ершов окончил, поступил к Липунову в аспирантуру. Одновременно он работал в институте ВТМ и ВТ, Институте точной механики и вычислительной техники, и работал над так называемыми программирующими программами для ЭВМ БЭСМ, для ЭВМ «Стрела». Причем, вот говорят, «Стрела» – это наша первая серийная машина. Но ничуть она не была серийной, каждая машина отличалась аппаратно следующей от предыдущей, и Ершов делал ПП для «Стрелы-3», программирующую программу. То есть это прообраз первых трансляторов. О языках высокого уровня еще, естественно, не было речи. Затем он перешел на работу в вычислительный центр. В 1957 году создается сибирское отделение, которое имело такую преференцию. Оно могло кого угодно, откуда угодно забрать, чтобы перевести на работу сюда, в Новосибирск. И вот так в команде Ершова оказались выпускники Томского университета Кожухин и Подтосин, которые окончили спецфак Томского университета в том же 1955 году, но были распределены в военные части. Кстати, Подтосин успел поработать и с Анатолием Ивановичем Китовым в вычислительном центре номер 1 Министерства обороны. Они ушли спокойно в сибирское отделение. И вот эта группа, в общем, вот такая ударная группа, Ершов, Подтосин, Кожухин, 3 мушкетера, 3 основных мозговых центра
собственно, вокруг которых складывался отдел программирования и все его проекты. Поначалу вычислительный центр, в котором предстояло работать вот этой команде отделу программирования, принадлежал Институту математики. Затем выделился в отдельный институт, и отдел программирования стал принадлежать вычислительному центру. Ну, случилась такая история, что вскоре в Новосибирск переехал Липунов. Вот иногда говорят, Ершов вслед за своим учителем переехал. Это как бы такой тренд, да, что раз учитель переехал, значит, и ученик должен быть. Ничего подобного. Ершов переехал в Новосибирск первым, Липунов следом. И Липунов хотел создать отдел кибернетики в Институте математики, и Ершов со своей командой должен был перейти к нему. Но Липунову не понравились некоторые ершовские сотрудники, и он хотел от них отказаться. И Ершов решил, что нет, он остается в вычислительном центре. Это не испортило их отношений, в общем-то, но таким вот образом отдел программирования сохранился как научная и творческая единица. Вот, собственно, все и происходило в вычислительном центре. Ершов всю жизнь проработал заведующим отделом программирования, отделением информатики, отделом теоретического программирования. Он по-разному назывался в разное время. Ну, иногда ему писали как директору института письма, но никогда не был директором. Он всегда был скромным заведующим отделом, отчего авторитет его нисколько не страдал. Интересный факт Ну, из вот вашей так же книги. вкратце. Да, спасибо. Хотел бы на одном интересном факте остановиться из его биографии. Из вашей книги почерпнул. Его изначальным оппонентом диссертации предполагался Андрей Андреевич Марков, который был в то время известным математиком. Но но Марков отказался оппонировать Ершову, и Ершов нашел другого оппонента. И отказался, как я понял, потому что Ершов в своей диссертации показывал лишь практическую сторону программирования и не предлагал математические основы и не углублялся в них. Я правильно понимаю, что уже тогда это противоречие между прикладным программированием и фундаментальным стало себя проявлять? И Ершов стал на сторону практической стороны как раз. Вы знаете, немного не совсем так. Дело в том, что, да, вот это противостояние между программистами и чистыми математиками, оно, не знаю, сейчас я не вижу, но тогда оно наблюдалось довольно долго. Чистые математики, которые говорили, что вот была теоремная математика, а теперь какая-то бестеоремная появилась, как это можно вообще писать какие-то работы, где не заказана ни одна теорема. И это проявилось не только в отношении с московскими, но и киевские программисты об этом заявляли. И здесь же вот эта фраза «теоремная, бестеоремная» принадлежит новосибирскому математику Каргополову. И вот это как раз, я бы сказала, то обстоятельство, которое пыталось преуменьшить теоретическую эту сторону программирования. Хотя Ершов настаивал всегда, что и теоретическая составляющая имеется в программировании. Конечно, она базируется на многих математических постулатах, но тогда, собственно, уже к программированию подходили как какой-то обслуживающей деятельности чистой математики. Как мы говорим теперь, инженерной составляющей. Но, тем не менее, мы ведь знаем, что теория, допустим, параллельного программирования, это сейчас замечательная теория, верификация программ, это тоже довольно сложная область в теории программирования и так далее. Маркову, как писал Ершов, не понравился программистский сленг, и он отказался оппонировать. Ершов настолько был расстроен, что он отложил свою диссертацию. А ведь посмотрите, он рассматривал свои операторные алгоритмы как, в общем-то, теоретическую сторону программирования. Ведь у него уже была работа ПП для БЭС.
И он мог спокойно представить диссертацию по этой программирующей программе и, возможно, получил бы кандидата технических наук, но ему-то хотелось именно признания математиков. Поэтому он уговорил Маркова к себе на голову. Да, потом Анатолий Иванович Мальцев, такой же известный алгебраист, согласился быть его оппонентом, другим оппонентом. Ершов создавал язык программирования Альфа в тот момент, это 50-е годы. И для него компилятор из языка Альфа в машинные коды, как я это понимаю. Я тяжело себе представляю, что такое была техника в те времена. Это была совершенно не такая техника, как сейчас. Это были перфокарты, через которые программировались эти огромные машины. Он создавал транслятор или первый компилятор для языка Альфа. Но одновременно с этим в Америке создавали язык Алгол, который тоже был одним из первых языков. И он, как я понял из книги, он в итоге отказался от уникальности языка Альфа и перешел на копирование или заимствование языка Алгол, и в итоге сделал транслятор с языка Алгол 60 под наше оборудование. Я процитирую вашу книгу. Между ним и Липуновым существовали непримиримые разногласия по поводу Алгола. Он о нем и слышать не хочет, то есть Липунов. Получается, Ершов хотел заимствовать американские наработки и использовать язык Алгол, а Липунов считал, что, я так понимаю, нужно разрабатывать что-то свое. Верно? Я вас поправлю. Это была не американская, это была европейская разработка. И, собственно, появилась она как противопоставление Фортрану, как противопоставление всевластию и всепроникновению компании IBM в Европу. В Европе хотелось как раз чего-то особенного, чего-то своего. И тогда был задуман Алгол 58, затем Алгол 60, Алгол 68. И наша команда, сибирский, кстати, язык назывался сибирским, когда начали разработку вот этого транслятора для машины М-20, наша команда, я думаю, что им хотелось поддержать вот этот международный проект. Таким образом, они могли войти в этот международный проект и сотрудничать на международном уровне. Но почему бы нет? И тогда, когда они посмотрели, что делают сами и что делает европейская команда, они сделали сибирский язык под множеством алгола и назвали его красиво альфа. То есть это не было отступление, это было нормальное сотрудничество. И, собственно, тут в чем еще проблема-то состоит? Вот эту вещь, когда говорят о наших, вообще, о наших проблемах в области экономики, промышленности, там еще чего-то, забывают о том, что российская экономика, российская промышленность развивалась в догоняющем темпе. Вот о чем не надо. Давайте вспомним Петра Первого. Да? Как он бороды брил, кафтаны надевал, затевал то, сё, другое в Голландии, заимствовал, сажал на российскую почву. Это не придумка, допустим, там каких-то врагов советской власти. Нет, это идет очень давно, да. А Россия была отсталой сельскохозяйственной страной и многое заимствовала на Западе, в Европе усилиями ее правителей в том числе. Что касается науки, то с XIX века начиная многие ученые российские получали компетенции свои где? В Европе. И в начале XX века точно так же посылались. Вспомните Ландау, где учился, Гамов, где учился. Ну, Гамов, правда, там остался, но как бы не суть. Это такие как бы яркие примеры. Вот, многие наши физики, многие наши биологи. Кто-то возвращался и успешно работал на родине. Прекрасно работал. Международное сотрудничество было важно. И, конечно, важно было и дозирование каких-то заимствований.
Что касается вычислительной техники, то вот опять же я возвращаюсь к становлению программирования, которое Ершов написал в соавторстве с другим замечательным программистом московским Михаилом Романовичем Шурой-Бурой. И рецензентами этой книжки были академик Дородницын, директор вычислительного центра, академик Марчук, ну и замечания какие-то Шура-Бура отпускал. Так вот, здесь черным по белому написано: идея программно управляемой автоматической цифровой вычислительной машины пришла в СССР из Соединенных Штатов в 1947 году. Вот никто из этих замечательных академиков эту фразу не оспорил. Ну, пришла и пришла. И первое время создавались вычислительные машины благодаря своим идеям, благодаря каким-то техническим находкам, потому что у нас не было промышленности вычислительной техники. Даже обычной этой вычислительной техники было мало, аналоговой, а уж про цифровую-то мы молчим пока что. Так что никогда не нужно забывать про наш догоняющий тип развития нашей страны. Я вам процитирую тоже вашу книгу. Цитата Дейкстры. Дейкстра – это известный европейский ученый. Он сказал, что практически отказ Советского Союза от собственных разработок и перехода к копированию модельного ряда IBM 360 является величайшей победой Запада в холодной войне, а сам выбор этого прототипа IBM 360 – величайшей диверсией Запада против СССР. Так это все-таки был естественный процесс заимствования, или, может быть, это была таки диверсия, по словам Дейкстры? Так, ну давайте остановимся на Дейкстре. Вот это высказывание его, величайшая диверсия. Я вам процитирую другую работу Дейкстры, 1982 год. ACM Sigplain Notice. Как мы говорим правду, которая может повредить. Вот несколько тезисов, которые Дейкстра в этой небольшой... А он писал эти вот такие вот небольшие эссе, вбрасывал их, рассылал своим знакомым, ближайшим каким-то сообщникам, может быть, там его людям, которые ему сочувствовали. И к некоторым тезисам он даже никаких пояснений не давал. Вот типа получите. Ну вот слушаем. Фортран. Инфантильный дезорганизатор. Ныне почти 20 лет от роду, безнадежно неадекватен какому бы то ни было применению ИВМ сегодня. Он теперь слишком неуклюж, слишком опасен и слишком дорог, чтобы его применять. Использование Кабола калечит ум. Его изучение, следовательно, должно рассматриваться как криминальное преступление. IPL – ошибка, доведенная до совершенства. Это язык будущего для программистской техники прошлого. Он создает новое поколение препятствий в кодировании. Ну и вот 3 страницы вот таких вот высказываний. И что? Теперь пускай каждый, кто чем-то этим занимается, рвет на себе волосы. Что касается копирования. Да. Значит, у нас с коллегой есть работа, которая называется «Три импульса в развитии вычислительной техники» нашей отечественной. Так вот, первый импульс наша отечественная вычислительная техника получила из советского атомного проекта. Как только в советском атомном проекте, где вы знаете, что было огромное количество вычислений, а считали вот на этих машинках, мерседесах там, и прочих, маленьких калькуляторах, как только увидели, что есть большие вычислители, то руководитель советского атомного, министр машиностроения и приборостроения, который понял, что можно здесь кое-что поиметь, пишет письмо Берии.
Вот появились такие замечательные счетные машины, очень быстрый счет. Нужно непременно сделать такие машины для вашего ведомства. Ну, 2-3 штуки хватит. И тогда, в 1951 году, в советском атомном проекте появилась группа, которую возглавил Келдыш. В нее вошли Липунов, Лаврентьев, Базилевский, Лисечко, в общем, все, кто имел отношение к первым электронно-вычислительным машинам, к МЭСМ, к Стреле. Развиваем машины, создаем программное обеспечение. Ну, не думаю, что сильно успел атомный проект воспользоваться этим делом, но тем не менее. Второй технологический импульс – это как раз середина 60-х годов, о котором говорит Dijkstra. Что произошло? Косыгинская реформа экономики, управление экономикой. Экономика сложнейшая, народное хозяйство, сколько направлений, вот эти все планы народного хозяйства, огромные тома бумаги. Чего бы не загнать их в машину? Да, нужны машины специализированные, которые бы использовали языки программирования, ориентированные на экономические расчеты. Вот второй импульс. Нужно машины уже сделать не просто каждый, что хочет, какие-то там идеи свои воплощает, как мы говорим, машинный зоопарк. А нужна стандартизация, унификация. То есть машину выпускать, ну, как любое техническое изделие. Наштамповали, собрали, то же самое с программным обеспечением. Вот эта идея была заимствована у IBM. Были и другие варианты. Например, была договоренность с Великобританией, с компанией ACL, и этот проект поддерживало британское правительство. Но не случилось. А почему? А потому что в середине 60-х годов ГДР уже начали копировать IBM-овскую серию, создавали свою машину. И они не хотели бросать начатую работу. А Советскому Союзу нужно было что показать? Единство всего социалистического содружества, всего СЭФ. Поэтому была сформирована программа USEVM и ориентирование на IBM-овскую серию. Ну, может быть, да, отсталая машина, старая машина, 360-я серия. Но тем не менее, первые выпуски серийные были не очень, как говорят, а последующие вполне себе прилично работающие. И больше даже программистам нравилась серия SM, которая воспроизводила дековскую архитектуру. Ну, вот, кстати, наши некоторые товарищи, которые работали в этой программе, говорят не копирование, а перепроектирование. Потому что свои какие-то там находки вводили в эти проекты. Ну, тут немножко, конечно, мне кажется, переусердствовали с количеством мейнфреймов, а наступала уже эра персоналок. А против персоналок и копировальной техники была наша идеология, которая не позволяла советскому человеку очень сильно углубляться в какие-то информационные глубины. Вот, может быть, здесь мы и погорели. А когда началась перестройка, то прорабы перестройки типа Гайдара на предложение развивать что-то свое отвечали. Вот в частности в воспоминаниях министра станкостроения, Панчин, по-моему, фамилия его, он написал, что когда он пришел к Гайдару и сказал, давайте делать свои станки, тот сказал, на черта нам ваши станки, мы все купим. Но тем не менее, был еще и третий импульс, ну давайте о нем немножко позже. То есть я так полагаю, что с Dijkstra и с копированием мы разобрались немножко. То есть затеяв
программу, сейчас закончу, зайти в программу ЕСВМ, Советский Союз и вся эта компания получила бесплатный доступ к технике, к программному обеспечению, потому что в ГДР работали не только читали публикации, не только получали технику, но и разведка работала. Это все описано на виртуальном компьютерном музее. Есть замечательные статьи ГДРовских главных конструкторов вот этого проекта. А Советский Союз сохранил единство СЭФ этим проектом. То есть экономические, политические вопросы в одном флаконе. Мне интересно отношение Ершова к этим событиям. Он, если верить книге, он был, например, изобретателем внутреннего языка для компилятора. Сейчас эта технология используется повсеместно. Мы имеем LLVM как внутренний язык для современных компиляторов. А вы говорите, в книге написано, что Ершов в своей работе предложил именно эту технологию. И ряд еще моментов, ряд еще инноваций, которые принадлежат ему и его команде. Например, оператор цикла. Сказано так вроде бы, что это они его изобрели в процессе создания языка программирования. То есть они понимали, что у них с головой все окей. Они изобретать могут. Они не хуже, чем Дональд Кнут, например, который был хорошим знакомым и даже другом Ершова. Но при этом они понимали, что мы отстаем. И даже интересный случай описан, опять же, в вашей книге, как он побывал в Америке и там на какой-то конференции выступил и сказал, что мы отстаем. Заявил, что Советский Союз отстает, но как-то в каких-то словах, которые были неверно интерпретированы и раздуты в что-то более скандальное одним из журналистов американских. И за это Ершову очень влетело, когда он вернулся в Советский Союз. Его очень ругали за то, что так он там высказался. Получается, он понимал ситуацию, он понимал, как мы отстаем, но сделать ничего не мог, и никто не мог ничего сделать. Так? Вы знаете, вот у меня лежит список инициатив наших отечественных ученых, причем не только ученых, но и чиновников, и дипломатов, и военных, которые чуть ли не каждый год писали в правительство. Вот первый документ о нашем существенном отставании в области электронно-вычислительных машин написан Келдышем, Лебедевым и Пановым в 1952 году. В 1956 году первый заместитель министра среднего машиностроения Ванников написал записку в ЦК КПСС о потребности в большой электронной счетной машине, что давайте быстрее налаживайте ее. Отпуск АБСМ-6, мы знаем, появилась только в 1967-1968 году. Это еще речь идет о первых БЭСМ, у которых 2000 операций в секунду, а не миллион. Ой, простите, 8 тысяч. Это 2000 на выходе было у БЭСМ, потому что не хватало микроэлементной базы. Всю базу забрала на себя стрела. Далее, 1956 же год. Отчет экспертов ГКНТ Совета министров для ЦК КПСС об использовании счетно-вычислительных машин в американской промышленности. В 1959 году председатель ГКНТ очередной Москарев написал подобную записку в ЦК. В 1964 году посол СССР в США Добрынин написал записку о последних тенденциях в области применения электронно-вычислительных машин и их влияния на развитие промышленности и экономики США и так далее. До 70-х годов, в общем, и дальше писались эти записки в правительство. Но опять же мы к чему возвращаемся? Вот сейчас вот эти документы, о которых я вам говорю, только рассекречиваются. На них стоит гриф либо секретно, либо ДСП для служебного пользования. То есть широкие народные массы об этом не знали. Об этом знали специалисты. Ну вот Ершов об этом сказал вслух журналисту. Типа того, что вы уже, наверное, забыли про свои проблемы с ламповыми машинами.
И тут же вышла статья, что в Советском Союзе машины плохие, их не хватает. Ершову задавали каверзные вопросы, типа, а вот да как же вот летают ваши космические спутники, корабли, если у вас такие машины? Говоришь, на что Ершов ответил, ну как-то летают. Поэтому, конечно, после вот этого, тут еще, представьте себе его эйфорию. Он приехал в Америку, да, 65-й год, а еще в памяти Карибский кризис 62-го года, а его принимают, ему продлили командировку, с ним хотят общаться. Ну, естественно, так сказать, с нашей точки зрения, сказал немного лишнего. Можно было и не говорить. Ну, сказал, ну что делать? Дошло это дело каким-то образом до Келдыша. Кстати, мы пытались найти вот это письмо. У нас оно не сохранилось, письмо Келдыша. Куда оно делось, не знаю. Мы обращались в ФСБ. Мы во всякие архивы обращались. Ну, нету нигде этого письма. Может быть, правда, еще в архиве атомного проекта. Может быть, надо там поискать. Потому что келдышевское дело личное в ИПМ, в его институте, там буквально вот 3 странички. Все документы, видимо, засекречены его. Это то, что выходило из-под его, так сказать, пера. Но по тому письму, которое пишет Андрей Петрович в таком наступательном тоне, что ну и что стесняться-то? Все равно они интересуются нами, они спрашивают. Давайте, наоборот, этим пользоваться. И здесь мы что видим? Мы видим, опять же, тесное сплетение политики, экономики, какого-то конкретной области научной. И ведь это не раз происходило, где Ершов вообще старался держаться в стороне от политики. Но тем не менее, вот раз, да, 65-й год. Еще есть один интересный случай. Это международная конференция по искусственному интеллекту. Она должна была пройти в 1975 году осенью в Тбилиси, но 70-е годы – это уже время диссидентов, время отказников, время людей, особенно евреев, которые хотели эмигрировать из Советского Союза в Израиль. И, в общем-то, вся интрига на этой конференции сложилась вокруг Александра Яковлевича Лернера, сотрудника Института автоматики и телемеханики. Сейчас это Институт проблем управления имени Трапезникова. Кстати, на сайте весьма сейчас комплиментарная его биография выложена. А тогда он был персоной нон-грата, и вот вся эта группа организаторов из Америки настаивала на том, чтобы Лернера допустили конференцию. Наши не хотели допускать. В результате был достигнут компромисс, что он будет выступать как независимый исследователь. И вот решение этого вопроса как раз было доверено Ершову. Он ездил, летал в Америку, разговаривал с Минкером, одним из организаторов этой конференции, и с Джоном Маккарти, который, кстати, был потом модератором одной из секций, на которой Лернер выступал. Ну, в общем, конференция прошла неплохо. С научной точки зрения там собрались многие выдающиеся представители вот этого направления искусственного интеллекта, хотя для Ершова это, в общем-то, как бы такая сторонняя тема была развития. Но, тем не менее, а вот представьте бы, конференция прошла где-то в другом месте, да, и российские ученые, единицы бы смогли там участвовать. Или им поехать в Тбилиси, или куда-нибудь там в Европу. Это же очень сложно организовать зарубежную конференцию. Вот. Еще такая подобная история была. 1987 год, конференция по смешанным вычислениям. Туда, например, не хотели выпускать Станислава Сергеевича Лаврова из Питера, известного нашего программиста, потому что он, будучи директором Института астрономии,
Питере, имел выговоры по партийной линии. Его не хотели выпускать на эту конференцию. Андрей Петрович в это время уже был тяжело болен, перенес операцию онкологическую. И вот, насколько я знаю, это вот единственный раз, когда он писал Велихову вот обо всех этих перипетиях организации конференции, он упомянул свою болезнь, сказал, что ну, типа вы меня не добивайте, мне и так нелегко. То есть он использовал вот такой вот аргумент. А после того, когда он вернулся с этой конференции, он еще и высказался негативно в адрес партийного секретаря вычислительного центра Сибирского отделения, с подачи которого не смогли поехать двое сотрудников вычислительного центра, Иткин и Бульонков. То есть вот, хочешь, не хочешь, как говорится, если ты не хочешь заниматься политикой, то уж она всяко тобой займется. Хочется немного попытаться провести параллель между теми событиями и современностью нашей. Тогда был некий железный занавес и взаимная блокировка ученых с двух сторон. И сейчас происходит что-то подобное. И я хочу процитировать, опять же, книгу вашу, где интересный случай описан, который случился в 1977 году на конференции ИФИП, которая проходила в Новосибирске. На нее прилетели много иностранных делегатов, много известных ученых, и в том числе Джон Бекус, создатель языка Фортран. И он потребовал дать ему возможность на этой конференции айтишной выступить с политическим заявлением и потребовать освобождения, вернее, предоставить право выезда за границу двум советским гражданам и так далее. Ему отказали в этой возможности, как вы описываете, после обсуждения среди остальных участников конференции, и он покинул конференцию, будучи так недоволен этой ситуацией, не найдя политической поддержки среди айтишников советских, не увидев в них желание бороться с системой, он демонстративно покинул конференцию. Так вы эту ситуацию описываете. У нас что-то похожее происходит в современном мире сейчас. Тоже конференции блокируют друг друга, не дают возможности выступать. Например, все конференции ACM, которые проводились под эгидой ACM, с 2022 года в России закрыты. ACM больше не поддерживает никакие конференции, которые ранее поддерживала на территории России. Видите ли вы похожесть в этих ситуациях? И когда было хуже? Потому что я иногда спрашиваю тех людей, которые застали те времена и были учеными в те времена. Они говорят, что тогда были, безусловно, гонения на ученых, ну, не гонения, а были сложности у ученых. Препятствия были, да. Но они несравнимы с теми препятствиями, которые сейчас мы имеем. Ну, разумеется, несравнимы. Я вижу здесь такую ситуацию, как бы понятно, что нужен баланс. Мы говорим, что наука интернациональна, и международное общение ученых достаточно важно. Это сознавал Ершов, а он был в числе самых выездных программистов в советское время. И все, что он привозил оттуда, книги, отчеты, он обо всем рассказывал на конференциях, писал в книгах. Вот, кстати, после 1965 года, когда был вот этот скандал с публикацией в прессе американской, он написал 300-страничный отчет о том, «Вычислительное дело в США» называлась эта книга, толстенная книга, его один 300-страничный отчет написал. И он много что там рассказал. И вы знаете, я, честно говоря, вот читая эти его отчеты, я могу вот руку на сердце положить и сказать, ну это же промышленный шпионаж. Все, что он там видел, все, что он понимал, а он ведь готовился стать физиком, он понимал прекрасно физические основы работы вычислительных машин. Он
обучился на математике и программированию, он прекрасно понимал эту специфическую область. Он мог о чем угодно написать прекрасно. Пожалуйста, берите, читайте, перенимайте. И это работало, это оказывало влияние. Вот даже взять вот этот вот третий импульс наш, о котором я намекнула, но не сказала, это конец 70-х, начало 80-х годов, когда появился японский проект создания пятого поколения ЭВМ. Объявила Япония, более интеллектуализированные машины, облегченный интерфейс, все для человека, лишь бы людям было удобно общаться с машиной. И этот проект был подхвачен не только там за рубежом, но и в Советском Союзе. И, кстати, вот этот проект Академия наук наша использовала для того, чтобы вернуть себе приоритет в области вычислительной техники. Ведь когда развивался проект ЕСВМ, то здесь приоритет был у Министерства радиопромышленности. И огромный институт был создан, вот этот лежачий небоскреб, НИЦЕФТ, огромный. Это же не академический был институт, хотя некоторые академические ученые, как Шура Бура, сотрудничали с ним. А Ершов писал свою бету, о которой мы тут уже упоминали, многоязыковую систему трансляции. Деньги он на начало этого проекта тоже получил из ЕСовской программы. Вот, финансовую поддержку, хотя ни разу бета нигде не работала ни в каких вот этих проектах ЕСовских. И что мы, собственно, хотим получить, когда закрываем доступ? Ну, давайте инициируем своих людей. Ну, хорошо, у нас люди не дураки, они умеют работать. А когда выполняли проект, создания пятого поколения, это был ВНТК «Старт», руководил им доктор физмат-наук Котов, который вскоре стал член-корреспондентом Российской академии наук, то здесь уже международные связи, просто никак нельзя было закрыть. Поэтому, естественно, пользовались какими-то наработками, полученными из зарубежной литературы. И самый такой звучный результат ВНТК «Старт», он выполнялся в 83-85 году, 85-88 годах, это были рабочие станции «Кронос», персональные компьютеры на основе. Прототипом была машина Никлауса Вирта «Лилит». Я, к сожалению, не видела, как выглядит «Лилит». Когда наши ребята повезли «Кронос» в Политехнический музей, Вирт тоже привез «Лилит» туда, но он застрял на таможне, и когда все фотографировались, то «Лилит» нам не показали. Интересно было бы сравнить просто форму и объем. У нас такой довольно большой ящик, обычный дисплей. И, собственно, это была хорошая машина «Кронос», 32-разрядной рабочей станции на ее основе. И когда закончился проект «Старт», то наши сотрудники получили немало предложений от крупных министерств, типа Авиапрома, Средмаша и так далее. То есть собирались использовать, допустим, как бортовую машину «Кронос». Но наступают 90-е годы, разваливается Советский Союз, а микроэлементная база для «Кроноса» делалась в Украине, сам он выпускался частично в Молдове. То есть это стали другие государства, союзнические какие-то обязательства рассыпались. И, собственно, проект и умер. Но, тем не менее, перспективы были. И журнал Communication выпустил целый номер, посвященный ВНТК «Старт».
там 3 или 4 статьи наших сотрудников, которые ведущие сотрудники. Котов, Нариньяни. Котов – это общее руководство, Нариньяни – искусственный интеллект, и какие-то тоже рабочие станции, это ТУГУ, эстонцы, как соучастники ВНТК «Старт». Поэтому я считаю, что закрывая нам доступ к каким-то передовым разработкам и к международному сотрудничеству, мы сами стреляем себе в ногу. Я опять же напомню про догоняющий тип нашего развития. Я не хочу сказать, что у наших ученых нет хороших идей. Они есть. Но еще хочу прорекламировать вот эту книжку Александра Аузана «Высшая школа экономики. Культурные коды экономики». Экономисты разделили цивилизации на фемининные и маскулинные. Что происходит? Российская цивилизация фемининная, творческая. Если вам нужно сделать что-то в одном экземпляре, из ряда вон выходящее, блоху подковать, зовите русских. Но если вам нужно наладить производство массовое, стандартное, нет, зовите кого-нибудь другого. Зовите маскулинную культуру, американцев, тех же немцев. Они сделают вам массовое производство. Вот так сложилось, вот такой у нас менталитет. Понимаете? Об этом говорят экономисты. И они говорят, да, что культурные коды имеют значение. Институты, наши привычки, наш менталитет имеет значение. Оно влияет на экономику, оно определяет нашу колею. Раз уж вы затронули вопрос женщин и мужчин, хочу привести цитату из вашей книги. Речь идет о конференции в Новосибирске в 70-м году, на которую было получено всего 804 анкеты от участников конференции. И среди этих анкет 560 анкет от мужчин и 240 от женщин. То есть соотношение примерно 1 к 2. Сейчас соотношение 1 к 10, наверное. Женщины составляют менее 10% от всех программистов. В 70-м году ситуация была какая-то другая. Женщин было вполне себе много среди нас. Что изменилось, как вам кажется? Я даже больше скажу, что вот Ершовский отдел программирования, когда сформировался, там практически 50-50 было соотношение. Вот это. Честно говоря, я не встречала каких-то социологических исследований, почему так. Но вот однажды на каком-то семинаре были студенты наши, и одна девушка сказала, что... да, я как раз, не помню, какой-то делала доклад и спросила, а как вообще, вот, допустим, там не ущемляются ваши права? Они говорят, в принципе, нет, но правда, иногда оценки нам завышают. Да, потому что мы немножко не тянем, и нам ставят на оценки повыше, чтобы поддержать наше эго. Почему так? Нет, не знаю, не могу сказать. Не видела никаких исследований, и самой у меня идей никаких нет. Другое дело, вот я задавалась таким вопросом сама, что очень такие замечательные проекты, результаты, но защит-то совсем немного. Почему защит нет? От женщин? Мне кажется, тут не от женщин и от мужчин, ни от вообще? кого. Угу. Да, нет, есть, конечно, но мало. На мой взгляд, могло бы быть больше. На мой взгляд, это такая стремительно развивающаяся область, что сделали проект. Пока делали проект, еще появилась масса идей, да мы лучше сейчас реализуем свои новые идеи, чем вернемся назад и будем возиться с вот этим оформлением документов. Честно говоря, я бы многим программистам давала
степень honoris causa, то есть за достигнутые результаты. Ну, напиши доклад, разрешите написать доклад. И так во многих науках. Вот я знаю замечательных историков, у которых много работ хороших. Вот кандидатская оформлена, а докторская не оформлена. Ну, давайте по совокупности работ дадим honoris causa доктора наук. Нет, существует масса препятствий. Ну, это уже организационные вопросы нашей науки. Ершов последние годы жизни, как я понял, встречал достаточно сильное сопротивление со стороны коллег. Не всех, но некоторых, или даже многих, я бы сказал. Как я понял, опять же, из вашей книги. Как вы думаете, с чем это связано? Чем он был невыгоден, чем он был вреден, может быть, кому-то? Кому он мешал? Да и не скажешь, что мешал или вреден, просто над ним посмеивались и говорили, что вот академик выдохся, идей у него больше никаких нет, и он занялся, работает с детьми. Причем не учитывают совершенно, что как раз вот в эти последние годы он продвигал идею смешанных вычислений. Это не его идея, но она была как бы мало на слуху у ученых. Он ее поднял наружу, вот прошел вот этот замечательный семинар по смешанным вычислениям в Дании. Кстати, Динас Бьорнер, один из организаторов там, он впоследствии был одним из организаторов Ершовской конференции мемориальной, которую проводил наш институт до недавнего времени с определенным промежутком. И вот это, мне кажется, вот это вот высокомерное отношение, оно совершенно несправедливо к нему. Ведь посмотрите, что произошло. На глазах одного поколения, вот Ершов, да, он принадлежит к поколению первых программистов. Это начало 50-х годов. Через 35 лет эта дисциплина входит в пул дисциплин школьных, не только университетских, да, там, что, наверное, как-то было проще. И тоже ведь не сразу, ведь сначала же были вычислительные науки, а кафедра программирования, например, в Новосибирском университете появилась только в 1993 году, когда Игорь Васильевич Потосин защитил докторскую диссертацию. Тут тоже, знаете, мне кажется, высокомерие математиков, что вот должен только доктор руководить кафедрой. Сейчас мы видим и кандидатов в числе директоров институтов каких-то. А тогда вот так, такой строгий был подход. Кафедра программирования, 93 год. Факультет информационных технологий в Новосибирском университете, 2000 год. А до этого вычислительные технологии, тоже как бы инженерная деятельность. Ну, а Ершов в конце 70-х годов познакомился в Харькове с, господи, Звенигородским, и тот вел кружок по программированию в местном доме культуры, доме пионеров. А к нашим-то товарищам школьники пришли практически уже в 60-е годы. Но это было на уровне кружков каких-то, совета по образованию в составе Сибирского отделения Академии наук. А в 80-е годы программисты понадобились нашей армии. И коллеги вспоминают, что как раз где-то году в 84-м вычислительный центр посетили военные. Почему? Потому что уже работала Всероссийская школа, летняя школа юных программистов, работала заочная школа юных программистов в журнале «Квант». И около 200 человек каждый год сюда приезжало, детей, чтобы хотя бы машину увидеть живьем. И позже уже и персоналки у них появились на летней школе, конечно, мало, но тем не менее. Появилось постановление Совета министров ЦК в 1985 год, в разработке которого Ершов
принимал активнейшее участие, у нас есть рукописи этих документов в его архиве, воплощалась национальная программа информатизации образования с его помощью. И вот представьте, в 1985 году он перенес операцию эту онкологическую, и начинается работать эта программа. Он выступает перед учителями, перед чиновниками. Он пишет статьи по алгоритмизации в учительскую газету. Он с командой создает учебник для школьников. Пособие его назвали, не учебник, а пособие. Пособие для учителей. И вот эта вся гигантская работа. Плюс пишется техническое задание по классам. Ведь еще, чтобы создать класс, соответствующий компьютерный, нужно обоснование, потому что существуют там всякие медицинские показания, санитария определенная в работе с компьютером. Разрабатывается вычислительная техника специальное программное обеспечение. У нас, например, была так называемая школьница, пакет прикладных программ, школьница разработан. Языки соответствующие программированию. Гигантская работа. И в этой работе принимают участие не только сотрудники института, но и школьники и студенты. Да, некоторые крутят у виска, что академик все, кончился, с ребятишками развлекается. Но именно вот этому мы сейчас как бы обязаны. Да, научили людей, дали им инструмент, дали возможность, появились какие-то книжки. Кстати, вот эти книжки были переведены на все языки союзных республик. У нас есть коллекция целой библиотеки, там молдавский, грузинский, эстонский, украинский и так далее. Я рискну высказать предположение, которое основано на моих чисто субъективных ощущениях после прочтения книги. Мне кажется, он разочаровался в перспективах отечественной фундаментальной информатики. Он понял, что мы живем в режиме заимствования в то время, и бороться с этой ситуацией нет смысла. Если он начинал как программист, который ставил себе задачи вполне амбициозные по созданию действительно уникальных и новых языков программирования, действительно новых принципов трансляции, то со временем он сообразил, что международная наука и практика идет быстрее, движется вперед быстрее. И правильнее будет заниматься популяризацией того, что создано мировым сообществом на территории Советского Союза. И он этим активно занимался. Он привозил, как у вас в книге сказано, целые тома литературы, возвращаясь из командировки зарубежной, и раздавал эту литературу, давал доступ к ней. Он учил людей тому, что происходит в мире, учил людей, которые находились, грубо говоря, за занавесом, за забором. И это его была миссия. Он понимал, что, находясь за забором, не получится создать что-то конкурентоспособное. Тогда зачем этим заниматься? Лучше заниматься действительно детишками, обучать их и отдавать им знания, которые уже где-то созданы. Вот у меня такое ощущение сложилось. Возможно, вы правы, подспудно это так и происходило, но аналогичные процессы ведь происходили не только в Советском Союзе. Одна моя коллега, я, к сожалению, с ней не знакома, она американка, ее зовут Маргарита Бойлинг-Липстин, она написала диссертацию, посвященную как раз информатизации образования. Она сравнила там 3 тренда: американский, французский и советский опыт информатизации образования. То есть как бы это не только наше ноу-хау, но одно из направлений. Французы решали это по-своему, американцы по-своему, мы по-своему. Вот это наш тезис Ершовский «Программирование. Вторая грамотность», который иногда часто воспроизводят и даже не знают, кому принадлежит этот тезис, кто его первым высказал. Я думаю, что он не буквально считал, что если ты не знаешь программирование, ты неграмотный. Хотя на тот момент ведь еще и об интернете
не было особых никаких представлений. Но, тем не менее, философски Ершов подошел к такому представлению, как инфосфера. И он считал, что компьютеры – это, да, это будущие носители новой информации, всевозможной информации. И нужно уметь овладеть пользованием этой информацией. Информация выйдет на первый план, как вот некий постулат гносеологии, эпистемологии. То есть у него был совершенно широкий философский подход. И ведь действительно мы живем в эпоху инфосферы, и программирование для нас почему вторая грамотность? Потому что Ершов, как он писал вот в этой своей работе, программами буквально весь мир опутан. Ведь любое наше действие, процесс – это, по сути дела, программа. К его этой работе были сделаны иллюстрации художником Михаилом Златковским. И вот одна иллюстрация там такой, знаете, ну, мало того, что Земля опутана вот этой вот лентой, пробитой с программой, летит корабль, и у него два паруса. Один – это книжная страница, а второй – перфокарта. Видимо, так и есть. Только сейчас это не перфокарта, а... Нет, он был визионером, понимаете, он был визионером, но тем не менее вот во второй концепции информатизации, которую он писал уже накануне своей кончины, он всячески воспевал социалистическое общество, которое единственное только и в силах воплотить вот эту программу демократизации, просвещения человека, предоставления ему возможностей с помощью техники. То есть он был человеком своего времени, но тем не менее понимал. А что касается догоняющего развития, то о нем он прекрасно знал. Прекрасно знал. В середине 60-х годов, когда готовился вот этот вот второй импульс технологического развития, в результате которого мы пришли к копированию ЭБМовской и ДЭКовской серий, он ведь тоже участвовал в разработке аналитических записок. Одна из них написана им в 1966 году, его командой, в части программного обеспечения. И он говорил, что правительство наше недостаточно уделяет внимание этому вопросу. И нужно сделать нечто такое подобное советскому атомному проекту и поставить какого-нибудь мощного куратора из ЦК КПСС. И, возможно, объединить это все под эгидой одного министерства, а не по трем размазать, как у нас это было, радиопромышленность, машиностроение, приборостроение и тут там еще. Вот. То есть он понимал, что государство мало сил прикладывает к тому, чтобы развивать эту отрасль так, как надо. Ну что ж, давайте попробуем закончить на какой-то оптимистической мысли. Скажите, этот архив, который был создан, как вам кажется, он помогает людям, он помог людям, он нужен нам? Ну, это из разряда того, что нужна ли нам вообще наша история, нужна ли нам наша фактология. По крайней мере, коллеги, с которыми мы работаем, они очень часто обращаются к этому архиву, и некоторые наши программисты говорят мне, да, если я что-то хочу узнать, у меня даже и мыслей каких-то других нет, куда я еще могу пойти, я иду вот либо в ваш архив, либо в виртуальный компьютерный музей, где очень много статей по истории информатики, по истории связи, по истории вычислительной техники, программирования. Да, обращаются. На материалах этого архива написано 4 диссертации. 2 из них отечественных, 2 из них зарубежных. Пишутся статьи, пишутся книги. Ну, я бы не сказала, что история нашей информатики,
программирование, вычислительные техники – это такая мощная область. Да, это хорошая область, интересная область. Много еще, я бы сказала, здесь не прояснено на уровне каком-то вот детальном. А, как известно, дьявол-то, как всегда, кроется в деталях. Вот на примере вот этом, да, с цитатой Декстры, такой экстремальный, казалось бы, перечеркивающий вообще все хорошее, что было достигнуто. Ну, нужно знать подоплеку, нужно знать бэкграунд, нужно знать факты и уметь их сопоставлять. Очень бы хотелось, чтобы какой-нибудь чат GPT условный добрался до вашего архива, его просканировал целиком, оцифровал, на нем обучился, и после этого помог бы нам сделать, может быть, еще более объективные выводы, чем мы можем Более сделать объективную сами, да, историю. да. Ну, замечательно, замечательно. И сейчас я думаю, что важно в истории информатики. Это все-таки публикация первоисточников. Огромный массив первоисточников опубликован в архиве, а еще более огромный массив первоисточников лежит в архивах. И частично он доступен. И следующая конференция, которую мы будем проводить в 2026 году на базе Ярославского университета по истории информатики, мы вводим там новую тему. Это представление документов. Новых документов, найденных в архивах, их комментарий и их публикация. Вот это хорошее дело. Я думаю, вот здесь нужно продолжать вот эту работу. Она очень важна. Первоисточники, факты очень важны. Спасибо вам большое за вашу работу, в первую очередь. Во вторую, за интервью, за наше общение. Надеюсь, Спасибо и вам. личность Спасибо Ершова и и в вам, целом что... история Да. тех времен и той эпохи, она для многих, мне кажется, впервые представлена была сегодня. Нет, это не впервые, конечно. Мне приходилось давать подобные интервью в «Науке ПРО», например, но они выложили их на Ютубе, сейчас они, к сожалению, недоступны. То есть можно только с VPN смотреть. Ну и читайте наши книги. Наши книги, они выложены все на сайте Института систем информатики. И это замечательный первоисточник. И если вы найдете какие-то несоответствия, новую информацию, полезную для нас, мы будем рады ее получить с удовольствием. Мы открыты к сотрудничеству. Контакты ваши оставлю под видео, если вы не Хорошо. против. Спасибо. Спасибо.